Привет! В этом видео расскажу, как я обрабатываю звук своей акустической гитары, когда записываю фингерстайл ролики на канал. Мы с вами запишем кусочек небольшой, потом все это закинем в компьютер, вместе обработаем и посмотрим, что было до, что будет после. Но сперва я вас заранее разочарую. В моей обработке вообще нет ничего волшебного, там ее почти нету, потому что я искренне верю, что самый главный успех обработки звука, чтобы еще до нее у вас уже все звучало. Вообще в идеале, чтобы у вас все звучало еще до того, как вы поставите микрофон к гитаре. Позаботьтесь о том, в каком помещении вы записываете. Вот, например, у меня тут достаточно большая и пустая комната, и меня спасают только шторы. Они хотя бы немножечко поглощают отражение. Потом позаботьтесь о инструменте. У вас свежие достаточно струны или нет? Ничего не подзвякивает ли, когда вы играете? Если вы играете ногтями, то позаботьтесь, чтобы они были отшлифованы еще до начала записи, опять же. То есть все эти моменты важны. Дальше идет микрофон. Наверное, даже не столь важно, на какой микрофон записываете, а как вы его поставите относительно гитары. Если это вот такой большой красивый конденсаторный микрофон, то я ставлю примерно напротив 14-го лада в сантиметрах там 10-15, это такая базовая позиция, там уже от нее можно двигать туда-сюда. Но в целом вот такая позиция. Обычно я сразу закидываю файлы в программу для видеомонтажа, и там обрабатываю и видео, и звук. В моем случае это Final Cut для macOS, раньше это был Sony Vegas для винды, и там мне хватало встроенных стоковых плагинов. Давайте посмотрим, как это выглядит в моем случае с Final Cut. Вот я закинул видео и закинул 3 аудио. Вот это сигнал с вот этого микрофона. И еще 2 дополнительных линейных сигнала я записал с внутренних датчиков гитары. О них чуть попозже, пока давайте синхронизируем все вместе. Что я делаю, чтобы синхронизировать? В конце удачного дубля я всегда хлопаю в ладоши пару раз. В ладоши меня заменяют хлопушку, которую вот вы видели в кино, она вот именно для этого нужна. Вот я вот прохлопал, и я вижу эти вот моменты вот здесь вот графически на волне. И по вот этим хлопкам их синхронизирую. Все синхронизировалось идеально. Сейчас буду выбирать удачный дубль, чтобы я не стеснялся. Отвернитесь, пожалуйста, от экрана и не слушайте. Пожалуйста. Вот он, удачный дубль, сыгранный серьезным лицом, и я специально сыграл одну часть с перкуссией, более активно, а вторую часть посвободнее, повоздушнее. И здесь видно, что вот это вот громче, это тише. Давайте просто увеличим громкость. Я стараюсь сделать так, чтобы вот эти красные штучки не вылезали сильно. Если чуть-чуть в одном ударе, ничего страшного. Послушаем. Ну и нормально. Дальше я накидываю компрессор. И в компрессоре я включаю лимитер. Что такое лимитер? Он немножечко приглушает вот эти перкуссионные удары, которые относительно остальной игры выбиваются. Вот сейчас вы увидите на графике здесь. Вот в моменты, когда вот этот удар происходит, эти пики, он немножечко заглушает их.
А в целом компрессор, он сужает немножко динамический диапазон, то есть то, что было тихим, он делает чуть громче, а то, что было громким, делает чуть потише, чтобы эта разница была не такая, чтобы когда вы включили у себя на колонках, не приходилось, очень громко, и крутите ручку, или, нифига не слышу, и крутите ручку опять. То есть, чтобы вы просто слушали и получали наслаждение. Вторая часть, получается, немножко подтянулась по громкости, а первая чуть-чуть приглушилась. Никакие настройки совершенно в этом компрессоре я не кручу, я просто его накидываю и все. По-хорошему, конечно, перед компрессором надо закинуть эквалайзер и все лишние частотки из гитары вырезать. Но я сколько не пробовал, честно скажу, друзья, я не умею слушать частоты, не понимаю, какие лишние, какие нет. Поэтому я ничего не вырезаю, оставляю все как есть и накидываю компрессор. И сейчас еще накину немножко рейвера и можно в тираж. Рейвер называется Space Designer, это из Logic. По сути, мне без разницы, здесь просто удобно то, что эквалайзер можно на рейвер сразу здесь настроить. Например, я не люблю, чтобы низ был в рейвере, чтобы он, летел. Зачем мне вот эта бочка это отражалась? И верх я тоже не люблю, но если что-то очень медленное и вот прям хочется тягуче, то да, я верх больше оставляю в рейвере. А так, в принципе, чуть-чуть добавил и все. Послушаем. Много верха уберу. Послушаем вместе со основным сигналом. На самом деле, вот в этой части, во второй, более лиричной, можно прибавить ревера. И в целом все, я бы так и оставил. Но давайте посмотрим, что мы можем сделать с вот этими двумя еще дорожками. Пьезо и магнетик. Пьезо — это сигнал только с пьезодатчика, который я использую для того, чтобы на сцене отдельным сигналом, отдельным проводом выводить бочку. Звучит это вот так. Но если еще раз послушаем сигнал с микрофона большого, то здесь бочка прекрасно звучит, то есть отдельно я бы ее не стал выводить, я прям бы сейчас избавился от этого нафиг сигнала. И магнетик. А магнетик — это сигнал, опять же, который я использую датчик на сцене, и сюда идут только струны, то есть там нет микрофона и нету перкуссии в этом вот сигнале, послушайте. А вот этот сигнал я бы, может быть, и оставил, но только мне не нравится вверх, как это звучит в записи, и поэтому я эквалайзером убрал бы вверх, оставил только середину и низ, чтобы добавить плотности, как бы немножко приблизить звук. Сейчас включу и микрофон, и датчик, послушаем, вообще нужен сигнал с датчика или нет, буду включать его, выключать. Я бы не сказал, что он здесь нужен, и что я в следующий раз буду заморачиваться, даже просто втыкать провод в гитару и в аудиокарту, чтобы вот этот... мне кажется, там какие-то 0,5% лучше, но в целом нет. Говорю, хороший микрофон поставил, и уже песня. Короче, если подытожить, то я накидываю компрессор и лимитер с настройками, в принципе, по умолчанию, ревер на свой вкус относительно там характера композиции и характера кусочка композиции. И все, и в принципе готов выкладывать это. Если на это посмотрит профессиональный звукорежиссер, он вообще посмеется надо мной, и я даже не буду против, потому что я ни на что не претендую, но при этом я вот так вот обрабатываю звук всегда и выкладываю на канал, и на канале какое-то количество людей все-таки смотрит это, и им вроде как и нравится. Так что сдается мне то, что секрет не в обработке, а в том файле, который получается
до обработки. Да даже вот эта вот запись, здесь слышно, что, например, у меня первая струна подпердывает, и обработка это никак не исправит, это нужно работать с гитарой, высоту струн немножко подрегулировать. Обработка не исправишь. Как говорит один мой знакомый звукорежиссер, если на фекалии наложить ревер, то будет фекалии с ревером. Тут ничего не поделать. Вот послушайте, что в итоге получилось. Если вы посмотрели на все это, и у вас есть подсказки, более профессиональное мнение, обязательно делитесь им в комментариях. Мне будет полезно и приятно читать. И, возможно, и другим подписчикам канала будет полезно. Кстати, если вы не такой, то обязательно становитесь подписчиком. Лайкайте это видео. От этого звук лучше становится. И увидимся.